Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же ваша тайная поклонница? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Вот знаете, у меня такое ощущение, что вы как будто вот с людьми общаетесь, но вы своего рода маску одеваете, да? Вот вы не будете изливать душу всем подряд. Вы очень дозированно так рассказываете какие-то свои такие сокровенные дела, да? Вы, может быть, даже кто-то улыбается, но знаете, вот как бывает смех сквозь слезы. Вроде бы улыбаетесь, но на душе кошки скребут. У вас, вот я не вижу рядом личного такого вот близкого человека, личного счастья я не вижу, любимой женщины. Вам очень хочется новую женщину, новую любовь, причем даже вот именно на уровне семьи. В принципе, это у нас довольно часто в раскладах повторяется, что вы такой человек, который ориентирован именно на семью, не на какие-то развлечения. Вы человек, который, знаете, когда есть отношения, вы будете тянуть на себе вот всю лямку. Вы берете на себя всю ответственность, ну, стараетесь брать, по крайней мере, да, в меру своих возможностей. Вы будете брать на себя все дела, заботы, проблемы, да, вот, ну, по максимуму, по крайней мере, потому что вы, когда влюбляетесь, то это все. Это розовые очки, это все, мир не существует, это все погасло, вот есть только любимая женщина. В принципе, это с одной стороны и хорошо, с другой стороны не очень. Я уже не раз говорила в своих видео об этом. Но, опять же, ну от этого никуда не денешься, ну уж какой есть, да, и другим вы, к сожалению, уже не станете, потому что вот вы привыкли растворяться в своей любимой женщине, вот так вы и будете растворяться. Так, что еще? Что еще у вас происходит? Вот смотрите, вокруг вас вьются много-много женщин, разных женщин, блондинки, брюнетки. Кто-то явно показывает свою симпатию, кто-то, ну так, не очень. Это может быть и стеснительность какая-то, робость женская. Но женщинам вы нравитесь. Плюс еще я вам скажу, вот те из вас, кто имеют, ну, довольно неплохие заработки, да, кто финансово хорошо обеспечен, то, конечно, охотницы за деньгами у вас по жизни хватает. Вот что именно как раз этот момент вас и напрягает, что довольно сложно отличить. Меня любят, либо же мои деньги, да, но это проблема многих обеспеченных мужчин. То есть тоже такой момент есть. Вы очень заботливый человек. Вы настолько заботливый, что, ну, я не знаю, наверное, не каждая женщина такой заботливой будет. Вы вот, ну, вот реально растворяетесь в любимом человеке. Вот если у вас одна, то она одна. Вы готовы хранить верность. Вы готовы, я не знаю, там в прямом и переносном смысле на руках носить. Звезду с неба, ну то есть все, что можно и нельзя сделать для любимой женщины. Это на самом деле, это очень здорово, да, это суперское качество, когда вот настолько сильно любишь. Но опять же, я уже говорила не раз, да, ну для новых подписчиков и для гостей канала повторю еще раз, что вот нельзя полностью растворяться в своем партнере. Нужно это делать дозированно. Я не говорю, что нужно становиться грубым, там, безразличным, но не нужно так все, ну прям, я не знаю, слепо в рот заглядывать и любой каприз выполнять. Просто это становится женщинам скучно и неинтересно, такое отношение. Понимаете, люди и людская психика так устроена, что мы очень быстро привыкаем и к хорошему, и к плохому. К сожалению, да, казалось бы, ну хорошее, это же супер. Ну вот просто когда все время хорошо, 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 но ты его воспринимаешь уже, ну как должное.
не будет вот этой перчинки, какого-то драйва, адреналина, не будет какого-то вот сюрпризного момента, да. Вот если каждый день, допустим, вот есть мужчины, которые готовы каждый день, там, я не знаю, ну, цветами задаривать. Ну, поначалу это, да, по приколу, это классно, да, цветы, полная комната, а потом уже женщина ходит, и она не обращает внимания на эти цветы. Ну, это уже как должное, но она знает, что очередной веник он завтра принесет, да. Ну, я утрирую, да, это касается, ну, не только цветов, это понятно. А когда вот женщина не знает, ну, на цветах мы начали, да, вот пример, давайте дальше на цветах буду приводить. А когда она знает, что вот сегодня вы подарили, а когда следующий, да, вот этот букет будет, неизвестно, и она его ждет, да, она будет реально, вот, может быть, как девочка радоваться, вот какой-то сюрприз. А каждый день, ну нет вот этого драйва, понимаете? Это абсолютно во всем работает. Это цветы, я самый такой примитивный пример, самый такой понятный вам взяла. Когда женщина знает, что вы будете, любой ее каприз, вот только по щелчку она только сказала, но она будет садиться на голову, она будет требовать все больше и больше, она будет борзеть все больше, понимаете как? То есть надо уметь даже любимому человеку иногда говорить слово «нет», что извини, я сегодня там занят, я сегодня не могу, там, да, вот пока не получится. Ну, то есть придумывать что-то такое, что такой вот легкий отказ будет. Смотря какая ситуация, конечно, у всех это по-разному будет проигрываться. Ну, то есть очень и очень так дозированно. Я не говорю, что нужно там ссориться, невнимательным, незаботливым быть. Нет, ни в коем случае. Любящий человек должен быть и заботливый, и внимательный. Просто не нужно, ну, знаете, как говорят, забить полностью на свою жизнь, на свои желания, на свои хотелки и раствориться в партнере. В конце концов, вы тоже живой человек, да, вы должны помнить, что я тоже и себя люблю. У меня тоже есть желания, хотелки. И извини, дорогая, я сегодня хочу там, я не знаю, с друзьями часок посидеть, просто поболтать. Я не говорю, что по саунам с девочками ходить, да? А именно поболтать просто по-приятельски, расслабиться просто в мужской компании. Вот как-то так. Поэтому вот эта черта, когда вы растворяетесь в женщинах, это ваши плюс и минус. Вот как в батарейке, да, вот и плюс и минус. Надо как-то вот сбалансировать и дозированно это все делать. Так, далее. Смотрим, что же у вас будет в жизни дальше происходить. Вот именно в личной жизни, да, вот тайные поклонницы. Вот я сказала уже, женщинам вы очень сильно нравитесь. Но опять же, кто-то показывает это, кто-то нет. Смотрите, у вас есть поклонница, которая, я не могу сказать, что вы с ней часто пересекаетесь, но вы с ней видитесь. Это брюнетка, она моложе вас, может быть не намного, но моложе. Вы вот как-то, может быть, с ней то часто, то редко общаетесь. Вот как-то нет у вас стабильности. Она может быть где угодно. Я не буду вот именно конкретно говорить, да, чтобы не привязывать вас, не программировать. Да, и сюрпризный момент никто не отменял. То есть вы пересекаетесь время от времени. Она довольно такая, ну, я бы сказала, больше скромница, что ли. Вот она абсолютно не наглая. Она очень вежливая, она деликатная такая, она ухоженная, она очень умеет красиво себя подать. Вот такие женщины умеют разговаривать, умеют держаться, да, вот манера общения. Потому что есть такие женщины, ну, я думаю, вы тоже знакомы с такими, что не успеет рот открыть, и от нее уже сбежать хочется, да? Меня всегда это удивляло. Думаю, ну что же можно такое сказать, да, что тебя такой глупой посчитают. Ну, напишите в комментариях, да, вот что такое женщины делают, говорят, что глупость их зашкаливает, что просто хочется сбежать. Поэтому, смотрите, женщина довольно такая интересная. Вот вы с ней как-то общаетесь редко. Но, тем не менее, вот она, ну, уже какой-то период назад, вот она, ну, как бы запала на вас, да, так скажем, по-простому. Вот вы ей очень сильно понравились. Так,
Но вот она, смотрите, она точно не знает, одиноки вы или нет. Она точно не знает. Она не проявляется, во-первых, я уже сказала, вот она такая скромного характера, она не будет в наглую лезть. Плюс вот она больше склоняется, что у вас может быть жена есть, да, вот, либо же еще там любимая женщина. Вот она как-то не решается даже. Да, она может мило улыбаться, она может мило общаться с вами, но она не решается. Причем вот вы ей понравились, знаете, вот она вас знает как довольно такого вот заботливого, внимательного человека. То есть вы с ней пересекались, это не так, что привет, пока. Вы с ней где-то пересекались, что она знает, вот как вы с людьми общаетесь, да, она знает, в принципе, некоторые ваши качества, которые очень так ее и заманили. С помощью вот этих ваших качеств, вот именно человечности, такой заботливости, да, вот вы ее и смогли влюбить в себя. Причем вот почему-то она вас считает очень таким сильным человеком, вот сильным, выносливым, да. Я не знаю, в какой, конечно, ситуации вы пересекались, потому что, ну, в общем-то, она еще о вас наслышана от других людей. Вот ей, знаете, у меня такое ощущение, что вот у вас то ли общие знакомые есть, то ли это по работе как-то вы вот пересекаетесь, да, не будем сейчас в это углубляться и смотреть. Но ей также еще и рассказывали много о вас. Вот помимо того, что она сама видит, ну, ваши какие-то качества, да, периодически. Плюс еще ей рассказывали, какой вы и заботливый, там и отец хороший, и муж хороший были и так далее. То есть, но вот на 100% она не уверена, что вы свободны. Понимаете, как-то вот ей рассказывают о вас. Но это какие-то рассказы, но они полностью и любопытство не удовлетворяют, так скажем. Да, вот именно как раз то ли это, ну, не ваши прям ближайшие знакомые, там, ближайшие друзья, да. Но это могут также проигрываться, кстати, на уровне сплетен каких-то. То есть, скорее всего, даже это могут сплетни проигрываться, потому что вот из-за этого она и не знает точно, почему, ну вот почему вы вроде бы и один, а вроде бы вас видели где-то еще с женщиной, да, ну то есть ей постоянно вот говорят какую-то разную информацию, она не может определиться, заняты вы или свободны. Так, что же будет между вами или нет? Давайте коротко, быстренько посмотрим. Так, вы знаете, вы будете с ней вместе. Причем, вот вы как-то сами ее, что ли, заметите. Вот вы ее заметите именно как женщину. Через какой-то период, да, вот вы сами проявите, ну вот сделаете первый шаг к ней. Это не она будет, потому что, ну, такая уже она скромница, да, вот тайная поклонница, тайная влюбленная. Она, знаете, она вам покажется вот какой-то развитой не по годам, да, вот вы с ней начнете ближе общаться, и вы влюбитесь именно в ее какой-то вот женский ум, в шарм, да, потому что умная женщина, она также очень привлекательна именно своей вот манерой общения. Совершенно другое дело та, с кем можно, ну, сидеть и болтать, да, а ты не понимаешь, что человек тебе хочет объяснить, потому что она два слова не свяжет. С этой у вас будет... Сначала вот вы как-то сблизитесь, у вас будет больше дружеское общение. Вот вы будете больше по-дружески общаться. Это не будет сразу там, знаете, любовный, страстный такой роман. Это будет сначала дружеское. Так, что будет дальше между вами? А дальше у вас пойдет романтик. То есть эти отношения будут развиваться, начиная с дружеских, перейдут уже в любовные, в романтику, а потом уже в такие, знаете, спокойные, ровные, любовные отношения. То есть и вы будете, кстати, еще к ней присматриваться, потому что у вас вот проигрывается не очень такое доверие к женщинам. Однозначно вы не будете бросаться в омут с головой, потому что вам важно присмотреться.
Не только к внешности вы присматриваетесь, а вообще именно к качествам, да, какой человек. Для вас очень важно, какая женщина, вот по характеру, вообще как человек, да. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет, что для вас реально вот важно именно какой человек она. Так, далее. Какие же будут у вас отношения? Смотрите, какой-то период вот вы пообщаетесь, и почему-то вот вы начнете, я не могу понять, конечно, почему, но вы начнете себя вот накручивать, да, вот что-то вам может не понравиться. Вы начнете себя накручивать, что она в чем-то притворяется, либо же вот она там на кого-то, я не знаю, на мужчину посмотрела, да, вот ревность заграет, и вы сами себя будете накручивать. Она-то вам докажет, что она верна вам, что все хорошо, но вот будет момент, когда вот вам будет хреновенько немножко, вот вы себя накрутите. Плюс, знаете, вот у вас как будто обострится ваша ревность и обострится, я не знаю, подозрительность ваша или что, я даже не знаю, как это назвать. Но вот почему-то у вас, знаете, всколыхнутся как будто вот те струны, которые были задеты при вашем расставании с бывшим. Вот именно с бывшей, вот связано именно вот с бывшими вот этими вот вашими душевными травмами. И почему-то вот вас как переклинит, да, вот, и вы будете сами себя накручивать. Хотя абсолютно, вот я вам скажу, нет никакой почвы ревновать, не доверять там, да, вот, ну абсолютно человек порядочный, человек верный, но вам нужно будет самому осознать это, пройти, вот этот самовынос мозга вам нужно будет осознать и пережить. Абсолютно нет ни измены, еще раз говорю, никаких намеков даже. Человек будет абсолютно вам верен, абсолютно такое, знаете, состояние очень такой активной влюбленности, которая перейдет в любовь. Поэтому даже не накручивайте себя, я вам заранее говорю. Да, вас переклинит, но это надо будет пережить. Теперь еще смотрите. Я бы сказала, что вот когда вы отстрадаете, да, так сказать, переболеете вот этими своими недовериями, вы начнете как будто ее завоевывать с новой силой. Но обычно так срабатывает ревность. Ну, у меня такое ощущение, что вот вам просто покажется, что вот она кому-то понравилась, да, и вы начнете себя накручивать, что все, ее сейчас уведут там и так далее. Обычно, когда мужчина начинает ревновать, он еще больше завоевывает свою женщину. Но это просто на уровне инстинктов происходит. Вот и у вас такое случится. Вы начнете, когда вот вы отболеете, да, отстрадаете, отнакручиваете себя, вы начнете снова и букеты ей дарить, вы начнете заново чуть ли не завоевывать ее. Ну, то есть вот этот период вам надо пережить. Все хорошо будет. Но единственное, вот вы любите сами себе выносить мозг, но от этого никуда не денешься. Понятно, что психотравма, ну, как бы я вам заранее сказала, напрасно будете себя накручивать. Может быть, кому-то это поможет, и ваше накручивание пройдет не так болезненно и быстрее. Поэтому вы будете ее повторно завоевывать, да, потому что на вот этот период, когда вы будете страдать, ревновать, отдаляться, конечно же, она это все увидит. И это не идет на пользу отношениям. Но потом вы будете завоевывать с новой силой, и все у вас будет хорошо. Будете вместе, будете счастливы, будете в любви. Но не накручивайте себя. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!